Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Contact Form 7 в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Contact Form 7 в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет данных о новых заполнениях в формах из Contact Form 7 удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Contact Form 7. Теперь необходимо указать действие «Принять данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт Contact Form 7 в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните «Сохранить». На этом этапе необходимо скачать и установить плагин на ваш сайт WordPress. После того, как вы его установите и активируете, необходимо скопировать ссылку URL для приема данных. Далее необходимо перейти в настройки формы Contact Form 7. Переходим на вкладку Apex Drive. Ставим галочку «Включить передачу данных в Apex Drive» и вставляем скопированную ссылку в соответствующее поле. Далее кликаем «Сохранить». Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить форму на сайте для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные из Contact Form 7. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets».
Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!